Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке мы готовимся к Новому году. Вяжем вот такие вот замечательные шишки на елку. Так, сразу скажу по размерам. Размер получается 9 сантиметров на 6. Вес, чтобы сразу не было никаких недоразумений, вес всего лишь 25 грамм одной игрушки. Для работы, для вязания нам понадобится, я вязала вот из такого шнурочка. Да, это шнур от фирмы Пряжа Центр. И называется он вот такой вот карамель Dolce Baby. Это шнур похож на карамель Baby, но он, я бы сказала, он потоньше. Да, здесь в одном мотке, 240 метров. Вес 140 грамм. И все шнурочки. Так, вот этот цвет черника у меня. Второй цвет у меня называется Милан. И все шнурочки, они идут вот с таким вот блеском. Да, что очень актуально было бы к Новому году. Палитра большая. Заказать такой шнур можно на сайте Пряжа Центр. По моему промокоду будет скидка 10%. Промокод и ссылку на сайт оставлю в описании под данным роликом. Вязала я крючком номер 2,5. Но смотрите, данный мастер-класс, я думаю, что не очень видно будет, если я буду вязать этим либо этим цветом, да, поэтому данный мастер-класс я сейчас вяжу шишечку немножко больше. Но рекомендую все-таки вязать вот из такого шнура, либо из пряжи, либо вы из какой-нибудь другой ниточки с люрексом, но так, чтобы вы использовали крючок 2,5, либо 2. Потому что я вот сейчас буду вязать образец крючком номер 3, да, и возьму шнурочек, вот у меня есть шнурочек карамель Baby, цвет сгущенка, он тоже как бы 2 миллиметра, но он потолще. Из этого шнурочка вам свяжу образец, чтобы вам было понятно и видно. Итак, приступаем. И вязать буду крючком номер 3. Итак, для работы нам еще понадобится холофайбер и по желанию бусинка. Вот смотрите, бусинку использовала уже здесь, когда делала веревочку. Это опять же по желанию. А холофайбер он внутри этой шишки. Итак, приступаем. Делаем колечко. Провязываем петельку одну, вторую и 2 воздушные петли. Так мы провязали искусственный столбик с 2 накидами. Далее делаем 2 накида и провязываем еще 11 столбиков. Итого, чтобы с первым у нас получилось 12 столбиков с 2 накидами. Провязываем до конца. Так, получилось вместе с первым столбиком 12 столбиков с 2 накидами. Стягиваем наше колечко. Хорошо стянули. И переходим к вязанию второго ряда. Так, смотрите. Вот эта петелька, которая между 2 столбиками. Делаем соединительную петельку, да, и набираем теперь уже 3 воздушные петли. 2, 3. Накид. Провязываем сюда же столбик с 1 накидом. Воздушная петля. Следующую петельку мы пропускаем. И снова провязываем 2 столбика с 1 накидом. Воздушная петля. Пропускаем. 2 столбика с 1 накидом. И так вяжем до конца этого второго ряда. Так, довязываем мы до конца наш второй ряд. Всего получилось у нас таких вот 6 кластеров по 2 столбика с накидом. И между ними воздушная петля. Провязали мы 6-й. Делаем воздушную петельку. И опять же, вот, заходим под эту косичку, которая между 2 столбиками.
да, сделали соединительную петельку. Мы начинаем уже формировать нашу шишку. Итак, смотрите, вот наши 2 столбика. Разворачиваем наше вязание и за первый мы провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли. Далее делаем накид и провязываем под этот же столбик с одним накидом 4 вот таких вот вытянутых полустолбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная петелька. Разворачиваем вязание. И под второй столбик теперь мы провязываем 5 полустолбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Все, вот такой вот получается лепесток. Так, следующий кластер из 2 столбиков с одним накидом. Мы между ними вот так вот закрепляем наш этот лепесточек соединительной петелькой. То есть их всего 6 кластеров, а вот таких вот лепесточков у нас будет 3. То есть мы сейчас под следующий снова провяжем такой лепесточек, да, делаем накид. И под один столбик мы провязываем 5 полустолбиков с накидом. Теперь мы все время будем провязывать 5 полустолбиков с одним накидом, 1 воздушная петля между ними. Это только в начале мы так провязали. Так, 4. Провязали просто столбик без накида и 2 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля. Разворачиваем вязание и переходим на другой столбик. Так, 1, 2, 3, 4, 5. И закрепляем. Идем в следующий кластер, да, между 2 столбиками закрепляем соединительной петелькой. И остается еще один, опять же, накид, 5 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, воздушная петля, накид, 1, 2, 3, 4, 5. И вот этот следующий наш кластер между 2 столбиками соединительной петелькой. Все, мы с вами провязали 3-й ряд, где мы провязывали вот эти вот наши лепестки. Переходим на 4-й ряд. Так, набираем 1, 2, 3 воздушные петли и сюда же провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и еще сюда же 2 столбика с одним накидом. То есть сейчас наши вот эти кластеры будут выглядеть вот так. 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом. И мы провязываем их вот между лепестками и между вот этими вот арочками. Так, 1, 2, воздушная петля, 1, 2. Так, сюда дальше идем, вот в эту арочку между лепестками. 1, 2, воздушная петелька, 1, 2. И провязываем до конца ряда. Это 4-й ряд у нас. Итак, 4-й ряд. У меня получилось 6 вот таких вот кластеров. 2 столбика с одним накидом, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Вот связаны каждую арочку между лепестками и вот так вот между лепестком. Так, закрываем наш 4-й ряд, опять же закрываем вот так вот соединительной петелькой между 2 столбиками.
И снова начинаем вывязывать наш вот этот лепесточек. Сейчас в данном ряду, 5-й ряд у нас будет, да, у нас будет 6 таких лепестков. Итак, разворачиваем наше вязание, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и 4 полустолбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля, разворачиваем, идем на следующий столбик с одним накидом предыдущего ряда и провязываем 5 полустолбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5. Да? Вот у нас был кластер, который состоял 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом. Так вот, за одну так мы связали лепесток за одну половинку кластера, да, а за вторую, где вот у нас так 2 столбика, мы закрепляем этот лепесток соединительной петелькой. Вот таким образом над каждым кластером мы провязываем по лепестку. Итого у нас будет 6 лепестков. Переходим на следующий. То есть смотрите, вот наш кластер, да, мы сейчас за вот этот столбик провязываем лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, воздушная петелька, разворачиваемся и вторую часть нашего лепестка. Так, делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5. Все, закрепляем наш лепесток вот так вот соединительной петелькой. 2 лепестка провязала, далее 4 провязывайте сами. Это получается наш 5-й ряд. Итак, я провязала 6-й лепесток. Напоминаю, мы вяжем это 5-й ряд, да, соединительной петелькой. Закрываем. Переходим на 6-й ряд. Набираем 1, 2, 3 воздушные петли. И сюда же набираем столбик с одним накидом. Далее посередине лепесточка без каких-либо воздушных петель, да, мы провязываем 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Между лепесточками в эту арочку мы тоже провязываем столбик с накидом, столбик с накидом. И снова между лепесточками. Итак, это у нас 6-й ряд. И здесь у нас должно получиться 24 столбика с одним накидом. Довязываем до конца. Итак, у меня получилось 24 столбика с одним накидом. Опять же, закрываю свой 6-й ряд. Вот так вот между столбиками, да, соединительной петелькой. Далее снова мы формируем лепестки. В 7-м ряду у нас так же, как и в 5-м ряду, будет тоже 6 лепестков. Только они у нас будут аккуратно вот так вот ложиться между лепестками предыдущего ряда. Так, смотрите. Опять же, начинаем вязать лепесток точно так же. Разворачиваем вязание и сначала провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и 4 полустолбика с одним накидом. Вот таких вот вытянутых. Так. 1, 2, 3, 4. Воздушная петелька. Разворачиваем вязание. И с другой стороны мы провязываем 5 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И вот смотрите, следующий у нас идет
по 2 столбика с накидом мы провязывали, да, в следующую арочку мы вот так вот соединительной петелькой. Далее снова накид, сюда провязываем лепесток, сюда закрепляем. Итого у нас в этом ряду, в 7 ряду тоже должно быть 6 лепестков. Так, накид, 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля. Разворачиваем и снова 5 полустолбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5. Закрепляем следующую арочку вот таким вот образом. Так, 2 лепестка связали, довязываем еще самостоятельно в 7 ряду 4 лепестка. Итак, довязываем до конца 7 ряд. Последний 6 лепесток фиксируем его соединительной петелькой. Так, это у нас был 7 ряд, да? 8, 9 ряд провязываем точно так же, как 6 и 7 ряд. То есть в 8 ряду мы набираем 24 столбика с одним накидом, точно так же, как мы набирали 6 ряд. А в 9 ряду мы вяжем 6 лепестков. Поэтому 8 и 9 ряд свяжите самостоятельно. Итак, самостоятельно провязали 8, 9 ряд, и у нас еще появился один ряд лепестков, их тоже 6. Так, теперь 10 ряд, переходим, постепенно будем закрывать наши ряды. Так, набираем 3 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. Теперь далее внимательно лепестки мы пропускаем, делаем накид, и вот в эти арочки, которые между лепестками, снова набираем 2 столбика с одним накидом. То есть лепестки сейчас мы не трогаем, а между лепестками в эти арки провязываем по 2 столбика. Итого в 10 ряду у нас должно получиться 12 столбиков с одним накидом. Так, и последняя арочка. Все, замыкаем все в круг. Опять же берем вот эту петельку, которая между двумя столбиками, и соединительной петлей. 11 ряд у нас с вами будет уже 3 лепестка. И на данном этапе набиваем нашу шишку холофайбером. Итак, 11 ряд мы вяжем, да, у нас будет 3 лепесточка. Наполнили холофайбером мы, провязываем за этот столбик, столбик без накида, 2 воздушные петли и 4 полустолбика с одним накидом. 1, 2 таких вытянутых, 3, 4. Воздушная петля. Далее переходим, поворачиваем и доделываем наш лепесток, делаем накид, и с этой стороны 1, 2, 3, 4, 5. Так, в следующий кластер из 2 столбиков закрываем. Все, таким образом у нас должно получиться. Следующие 2 провяжите самостоятельно. И я покажу, что делать уже в последнем 12 ряду. Итак, довязали 3 лепесток. Закрываем вот здесь между 2 столбиками. Да, закрыли. Вот у нас 3 лепестка. Так, далее, смотрите, что мы делаем. Набираем 3 воздушные петли и сюда провязываем
в эту арочку столбик с одним накидом. Далее мы будем провязывать, смотрите, и посередине лепесточка, и между лепесточками 2 столбика вместе. Каким образом? Так, накид, ныряем, раз провязали, делаем второй накид, 2 провязали, 3 петли на крючке, провязываем вместе. Между лепестками то же самое. Ныряем, раз провязали, второй накид, тоже раз провязали, 3 петли провязываем вместе. Три вместе провязали. Еще остается вот это. Так. Еще один накид сюда. 3 вместе провязали. Все, закрываем наше вязание между 2 столбиками. Вот так вот, да. Все, и обрезаем небольшой хвостик. Так, смотрите, ниточку вытягиваем. Я еще вот так вот ее протягиваю напротив. Все, смотрите, по желанию сейчас, да, мы сейчас делаем вот такой, ну, вот так вот протянули. И один хвостик с другой стороны вытягиваем. Вот таким вот образом. Необходимую делаем нам длину. Сделали, а этот хвостик просто внутри мы его как бы вот так вот делаем узелок и далее прячем. Далее прячем и обрезаем. Вот такой получается хвостик. По желанию, как и здесь, вот смотрите, я одевала бусину. Вот на синем хорошо видно. Вот, смотрите. Это по желанию. То есть, если хотите, одели бусину, можно ее закреплять, можно не закреплять. Можно оставить без бусины. Вот такая вот получилась шишка, которую мы вязали с вами вместе. Кстати, тоже вполне имеет место быть. Я просто думала, она будет значительно больше. Нет, она не больше. Она довольно-таки оригинальная, тоже красивая. Но вот эти мне просто нравятся тем, что они вот такие вот нарядные. Здесь такой шнур с блеском. Смотрите. Сейчас в конце посмотрите пару видео вам... Ой, в конце посмотрите пару фотографий, сброшу. Я фотографировала на улице, то есть при другом освещении. Вот такие вот шишечки. И наша, которую мы связали. Тоже довольно-таки интересная, такая золотистая получается. Вот, так что если вам понравилось мое видео, мой мастер-класс по вязанию вот таких вот украшений на вашу елочку, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!